Синий Куайлы, что в переводе означает «с китайским Новым годом». Друзья мои, всех приветствую вас. Добро пожаловать в один из наших офисов китайских. Сегодня будет необычный ролик. Сегодня мы хотим снять сравнение электромобилей в ценовой категории до 50 тысяч юаней. Всего мы хотим снять 4 таких ролика. Это будет ценовой диапазон от 0 до 50, от 50 до 100, от 100 до 200 тысяч юаней и свыше 200 тысяч юаней. Ребята, всем привет! Антон, привет! Привет, Леш! Ну что, приступим? Приступим к нашему анализу. Ребят, сегодня у нас на обзоре, как я уже сказал, будут электромобили в ценовом диапазоне до 50 тысяч юаней. В Китае цена. Всего их на китайском рынке 25, но для вас мы выбрали 12 моделей. Это, на наш взгляд, самые интересные модели, которые вы можете рассматривать для своей покупки. Остальные, честно говоря, это какой-то шлак или бренды, однодневки, которые просто не стоит рассматривать во внимание. Возможно, какой-то бренд мы необоснованно опустили, да, и не приняли его в рассмотрение. Если вы увидите, что какую-то интересующую вас модель мы не рассмотрели, напишите, пожалуйста, в комментариях об этом. Кстати, для тех, кто хочет сразу оценить стоимость с доставкой, примерно, очень грубо, доставка электромобиля обходится в 600 тысяч рублей или 7700 долларов. Это очень грубые расчеты. Пока точных цифр я вам сказать не могу, так как сейчас на данный момент мы просчитываем доставки различные, да, и чуть позже сможем вам сказать более точные цифры. Так, ребятки, будет у нас всего 6 батлов. 4 батла по 3 машине выявят у нас победителей. Полуфинал и финал у нас выявят абсолютного чемпиона и заслуженное второе место. Начнем мы с моделей. Mini EV – это чемпион по продажам в Китае, на который мы уже снимали обзор. Второй – это Chery QQ, интересный электромобиль, маленький, компактный, от компании Chery. И есть третий – это Mengo. Mengo – это Yamaha Auto. Честно говоря, иероглифы переводятся как Mango, но они почему-то сами на своем корпусе пишут Mengo, поэтому мы написали здесь Mengo. Ценовой диапазон у нас один, 48-44 тысячи юаней. Mango чуть дешевле. QQ дешевле. Этим мы дадим по 1 баллу. Mengo получает 2 балла. Да, кстати, что касается бальной системы. Мы решили, что 3 участника, каждый участник получает максимальное количество, это 3 балла. За первое место, за второе 2 балла и за третье место 1 балл. Следующий бренд. Здесь, опять же, это лично наше мнение, да, насколько все-таки надежнее будет электромобиль именно этого бренда. Тут я считаю, что Mengo получает 1 балл. Это, наверное, третье место. Абсолютно заслуженно 1. Да, здесь 1 балл мы ставим. А вот что касается Chery и Wuling, вот здесь интересно уже. Но вообще подразделение Chery New Energy достаточно серьезно. Они делают качественные машины, но почему-то они слабо продаются на рынке Китая. Мне кажется, все-таки они промахнулись с ценой. С ценой, да. Там технические характеристики чуть уступают по цене, наверное, да. Я бы, наверное, предпочтение никому бы не отдал из них. Wuling и Chery, они, мне кажется, на одном уровне таком. Можно 2 балла отдать. Давай 2 им. Давай каждому по 2. Заслуженно будет. Не обидим никого. 2. Дальше, ребят, габариты. Здесь, так как у нас эти все машины в одном классе, так, да, то мы хотим рассмотреть именно, насколько они по габаритам более вместительные и более комфортные, наверное, да, вот так, именно по вместительности. Именно по посадке, да, то есть по посадке самой. Давай посмотрим, что у нас получается. Самый большой – это Mengo, самый длинный. И самый широкий он. Самый маленький – это QQ. Плюс Mengo он 4-дверный, 5-дверный, а Chery Mini F они 3-дверные. Здесь, конечно, многие с нами могут не согласиться. Просто кто-то, допустим, наоборот, себе хочет взять QQ, да, потому что он маленький, его в городе можно припарковать где угодно. А Mengo – это уже 3,6 метра, это уже как полноценный автомобиль какой-то. Но мы сравниваем их все равно по цене. Так что, наверное, если отталкиваться от цены, то давай мое мнение, что Mengo все-таки заберет 3 балла. 3 балла. Ну, все-таки он комфортный по вместимости пассажиров. Раз мы уже добавили раздел габарита, давай отдадим ему 3 балла. Как бы у нас Mengo не вышел финалисты.
Дальше у нас Mini EV и Cherry, да, они по длине, Абсолютно практически идентичны. по длине, да, они одинаковые, по высоте, по ширине, все одинаково. Тогда отдаем Mini EV и Cherry QQ по 2 балла. По 2. Далее, следующая категория – двигатель. Тут становится интересно. По мощности, по киловаттам у нас побеждает Mengo, 25 киловатт у него. Да ладно. Угу. У QQ и у Mini по 20 киловатт. Крутящий момент, опять же, Mengo, 105. У QQ и у Mini по 85. Наверное, все-таки здесь надо написать, надо было бы 2, 1, 1, потому что у нас нету здесь третьего места. 1, 1 и 2. Дальше, батарея. И опять же победителем у нас становится Mengo, 17-28 киловатт-часов. Опять Mengo вырывается. Так, теперь у нас интересный момент, багажник, да? Ну и судя по фотографиям, все-таки Mengo. По-моему, мы зря его тут написали. Мы сейчас просто лидеров этого батла мы сейчас просто снесем отсюда. Странно выходит, странно. 1, 1, 2. Колеса опять Mengo. Да? Mengo 14 дюймов. У этих по 12 дюймов. Mengo еще и 165 резина. У этих 145. Что-то где-то пошло не так. Дизайн. И снова Mengo. Снова Mengo. Однозначно, то есть в этой цене, то есть он не такой квадратный, он более стильный. Мне реально здесь Mengo больше нравится. В категории комфорт мы хотим рассмотреть именно дизайн салона, оснащение салона, насколько удобно все расположено. Я вот, если честно, сейчас впервые открыл фотографию внутреннего убранства Mengo. И я пишу тебя обрадовать. Тут явно есть победитель в 3 балла. Это однозначно просто. Потому что если мы посмотрим на Cherry QQ, она, в принципе, чуть-чуть лучше, чем Mini EV. У Mengo есть такая интересная функция предотвращения аварии при открытии дверей. То есть, когда ты открываешь дверь, там есть какой-то сенсор, который определяет, есть ли позади движение. Чтобы ты не открыл дверь, и мотоциклист тебя не влетел, допустим, либо там машина. При коннекте с телефоном там происходит автоматическое дублирование твоего телефона на экран. То есть даже если у тебя, грубо говоря, нет возможности что-то установить, ты подключаешь через шнур свой телефон, и у тебя отображается твоя информация, та же самая карта и тому подобное. Чего далеко нет в Mini EV, это однозначно. И в Cherry QQ. Значит, 3 балла получает Mengo. Наверное, Mini EV аутсайдер. Аутсайдер, полный аутсайдер. Так, ребят, переходим к разделу кузов. Здесь мы будем сравнивать именно материал кузова, из какого материала состоят электромобили. То есть это сталь, это усиленная сталь, это алюминий, оцинковка и все прочее. Да? В данном случае у нас что получается, Антон? В данном случае опять у нас лидирует Mengo. У него 67% кузова состоит из высокопрочной стали, а у Cherry QQ и Mini EV там получается порядка 35% только. То есть рамки передние и нижняя балка усиленная. Все. То есть получается, опять же, у нас по 1 баллу получают Mini и Cherry, и 2 балла мы отдаем Mengo. И вот знаешь, тут сейчас, пока ты искал материал кузова, я немножечко прочитал про батарейку, и вот хотел бы здесь немножечко поменять циферки. У Cherry и у Mengo у них литий-железофосфатная батарейка, у Mini EV тройная литиевая батарейка. И вот если уже рассматривать все-таки на экспорт машин, да, если рассматривать машины для России, для российского климата, там, ну, или для наших там, СНГ, да, стран, то все-таки у нас присутствуют холода, да, присутствуют морозы какие-то, и все-таки литий-железофосфат, он хуже справляется с морозами, чем тройная литиевая батарейка. Вот. Но, опять же, у Mengo емкость выше, да, то есть как бы, но там литий-железофосфат, но емкость выше. Здесь у нас тройная литиевая, емкость ниже. И вот как ты считаешь, правильно или нет, если мы возьмем и добавим 2 сюда, оставим 2 на Mini EV, здесь 1 будет, здесь тоже 2 будет. Справедливо. Так, хорошо. Дальше у нас идет подогрев. Подогрев батареи. Во всех 3 моделях у нас есть подогрев батареи, поэтому просто ставим по 1 баллу сюда. Cherry QQ в ценовом диапазоне у нас дешевле. Я случайно отдал 2 балла Mengo. Заберем у него
Заберем у него 2 балла. Он не пострадает, судя по всему, от этого. Максимальная скорость у всех 100 км в час. Тоже по 1 баллу. Ну что, подсчитываем. Прежде чем подсчитать, да, может быть, как-то я пытаюсь мини, EV и черри вытянуть, зная, что они уже аутсайдеры. Но все-таки справедливости ради, я бы вот в этом пункте я бы хотел им поставить по 3 балла, а Менго оставить 1. Ну, как-то у меня, честно говоря, даже язык не поворачивается поставить на один пьедестал, да, бренды Wuling Cherry и Yoma Auto. Да, но Yoma Auto это такой прям, ну, сильно кустарный бренд, по мне так. Как стартап, можно даже сказать. Ну да, то есть у них какие-то определенные машинки, которые видно, которые бегают по Южному Китаю, но не все такие прям... Давай я здесь поставлю все-таки 3, вот так вот. Мы, знаешь, мы с тобой как эти, как купленные судьи. Добавим еще пункт, значит, fast charge и гарантию. Окей. Fast charge. Ни у кого из них нет fast charge. У всех у них только медленная зарядка. Но знаешь, что интересно? Что у Менго есть отдельный скрытый лючок, который можно, в принципе, легко сделать, и у тебя будет fast charge прямо в ноздре. То есть вот эти вот блоки, которые продаются за 500-600 юаней, в принципе, да, можно использовать. Ладно, fast charge нету, все, ставим по 1 баллу и все. Гарантия на батарейку. У Менго и у Mini EV 8 лет, либо 120 тысяч километров пробега. А у Cherry QQ 8 лет, но 150 тысяч километров пробега. Cherry QQ надо дать 2 балла, а тем по 1. Давай. Ну и теперь делаем подсчет. Mini EV 17 баллов, здесь 19 баллов, и здесь у нас 23 балла. С таким отрывом у нас побеждает Менго. Наверное, нам придется с Антоном все-таки ехать в компанию Yoma Auto и делать тест-драйв. Вопрос где? Найти только надо его. Это, мне кажется, не самая популярная распространенная машина. Так, друзья, ну что, переходим ко второй стадии, ко второму батлу. Во втором батле у нас примут участие. Встречаем Wuling Nano EV, Baoyun E100 Интересненько. и Mengo Pro. Ребята, По какому критерию мы вот это вот все вот по цене? по цене? То есть они максимально близко к Это прям, да, вот 50 тысячам юаней. все по 50 тысяч, они там 49 900, 49 800. То есть я тут даже сейчас по цене просто сразу так беру, ставлю им 1, 1, 1. Бренд Wuling, Baoyun. Wuling ADM 3 балла, Baoyun 2, Mengo 1. Габариты. Ребят, вы за то, чтобы капсула смерти больше очков заработала или за то, чтобы меньше? Отдаем по 1 баллу здесь и 2 балла пишем здесь. Двигатель. Блин, что-то мне кажется, что мы неправильно их рядом поставили. Ну ладно, все равно они в итоге Мы голосуем кошельком, да? финалист будет 1, да. Ну, а даже ты представляешь, а результат-то неожиданный. Mengo Pro 25 киловатт, E100 29 киловатт, Nano EV 24 киловатта. Вот так вот. Да. У Nano EV крутящий момент 85, а у Mengo 105. 3 оценки. Nano EV получает 1 балл с 24 киловаттами и 85 ньютон-метров крутящего момента. Следующий идет Mengo Pro 25 киловатт и 105 ньютон-метров. Baoyun E100 получает 3 балла. У него 29 киловатт и 110 ньютон-метров. Неожиданно. Следующий пункт — батарея. Здесь мы оценим емкость батарейки и запас хода по циклу NDC. Очень часто, да, китайские производители, они лукавят. И, соответственно, мы здесь будем пытаться как-то так с вами вместе выяснить правду, найти. Запас хода у Nano EV и у E100 300 километров по циклу NDC, Mengo Pro 200. Емкость здесь 28 киловатт-часов, а здесь 17,3. Отдаем мы 1 балл сюда и по 2 балла сюда. По багажнику у нас получается у Nano EV и у E100 багажника нету, у Mengo Pro он есть. Ну смотри, у Nano EV там лючок задней двери. У Baoyun дверь полноценная. У Mengo Pro там прям нормально багажник. Я бы дал 1, 2, 3. Ну давай. Колеса у этих 12, вот здесь 14.
1, 1, 2. Дизайн. Мне нравится вот дизайн Менго. Но Менго полноценная машина. Да, полноценная машинка. Здесь же это какие-то смешные такие вот просто гольф-кары. Я бы на Вулинге и на Баудине дальше бы нашего района бы никуда не поехал. В общем, 1, 1, 2. Давай. Комфорт. Ну, по оснащенности, конечно, Менго выигрывает. Нет, Менго выигрывает, а среди вот этих двух я бы, наверное, никому бы из них не отдал бы отдельное очко. Делаем так, опять же, 1, 1, 2. Угу. Антон, что у нас по кузову? По кузову 70, 40, 40%, значит, Усиленного корпуса? усиленного корпуса, да. Соответственно, Менго у нас впереди. 1, 1, 2. Приложение говорит, что у Менго Pro нету подогрева батарейки. То есть конкретно в данной комплектации. В данной комплектации, которую мы рассматриваем сейчас, нету подогрева батарейки. Что для меня, конечно, странно, потому что у Менго был подогрев батарейки. За более низкую стоимость. Ну, там 44 тысячи, Да. здесь 49. 49. Да, ну, тем не менее, мы отталкиваемся от официальных цифр, да, и тогда, получается, просто берем, тогда пишем здесь 2, 2, 1. Максимальная скорость у всех по 100. Всех 100. Быстрая зарядка ни у кого нету. Гарантия. Гарантия у всех одинаковая, у всех 120 тысяч километров и 8 лет. То есть это, ну, скажем так, гарантия для наших зрителей, она никакой там пользы не несет. Да. Но, тем не менее, хотя бы да. отталкиваясь от гарантии, можно как-то понимать уже, насколько производитель уверен в своем автомобиле. Да? Да. Подводим цифры. Итак, Nano e Venus получает 18 очков. Baojun E100 получает 20 очков. Неожиданно. Неожиданно, да. И Mengo Pro получает 22 балла. Вот теперь мы подошли к машинкам, которые мне самому очень интересны. Это у нас Soul E10X, Chenan E-Star и Dongfeng EX1, он же Renault KZE. Так, ну на мой взгляд, это очень интересные соперники. Достаточно серьезные популярные бренды в Китае. Мы подобрали как раз комплектации с одной ценой. E-Star и EX1 вообще в одной цене 49 800, EX1 48 900, ну там 1900 юаней разницы. Цена одинаковая, поэтому здесь никого не будем выделять. Всем по 1 баллу пишем. Бренд. Мое личное мнение, Chenan хороший бренд. Он хороший, но он специализируется на бензинках. Электричек мало. Chenan делает электрички только для того, чтобы получить субсидии государственные. Я то же самое могу сказать про Soul и про Dongfeng. Сложно, конечно, здесь, да, поставить, кому-то вообще предпочтение отдать. Ну что, по единичке каждому? Давай, по Чтобы единичке. никого не обидеть. Лидеров тут явных нету и проигравших. Далее, габариты. Слушай, они по длине практически одинаковые. Разница 8 сантиметров по длине. В ширину у нас здесь опять же там 2 сантиметра разницы. Ну, высоту E-Star немножечко, чуть-чуть опять же превышает. E10X меньше всех. Колесная база у нас 2,39 у E10X, 2,41 у E-Star и 2,42 у EX1. Посмотрел цифры? А теперь давай вспомним, как ты сидел у меня в Вишне. Было некомфортно залезать за руль. И за руль, и в принципе на второй ряд тоже было некомфортно. В Чинане прям очень комфортно Очень было. комфортно. Мы там с тобой поместились очень хорошо. А в Донфене ты не имел возможности посидеть, я маленько в Донфене как-то однажды посидел. Объем салона, он достаточно просторный. То есть если я бы раздавал очки, я бы точно отдал бы Чинану 3 балла, Донфену 2, а Солу 1. Хорошо. Двигатель 30 киловатт у E10X, 55 киловатт у E-Star, 33 киловатта у EX1. Лидером, конечно, ставим E-Star. И вот теперь давай определимся со вторым-третьим местом. 30 киловатт у E10X и 95 крутящего момента. У EX1 33 киловатта и 125 крутящего момента. Ну, все понятно. EX1 у нас получает 1 балл, E-Star 3, EX1 2. Батарейка. Цикл NEDC 200, 301, 301. Батарейка 19,7, 31,95 и 26,8. E10X у нас сразу аутсайдер, да? E-Star 1150 килограмм, EX1 920 килограмм. 200 килограмм с копейками. Это вся моя семья. Да, разница 200 с лишним килограмм. То есть, соответственно, вот этот вот запас емкости батарейки, он
и плюс мощность, да, то есть в принципе одинаково. В принципе, одинаково. Честный заявленный NEDC, именно, ну как честный, да, то есть NEDC, честный NEDC. честный NEDC и там, мне кажется, да. Поэтому мы соло дадим 1 балл, а здесь по 2 балла, да? Как Да. ты считаешь? Багажник. Сол. Сразу аутсайдер. Ну, сол аутсайдер, да, 1 балл. Но здесь как-то Чанану и Донфенгу кому-то дать предпочтение сложно, поэтому поставим 2 балла этим и этим. Колесики. Колеса 14 дюймов у E10X и 14 дюймов у EX1 и 15 дюймов у E-Star. E10X и EX1 получают по 1 баллу, а E-Star получает 2 балла. Дизайн. Я скажу, что внешне мне E10X мне очень нравится. Безусловно. Мое мнение, E10X это первое место, EX1 второе место, E-Star третье место. Согласен. Ну, все. Комфорт. E-Star, да, мы с тобой ездили прям деревянный-деревянный, но, к слову сказать, там шумка хорошая, подвеска хорошая. Угу. То есть E-Star абсолютно без излишеств. Спартанец такой. Да. Но зато шустрый, да. там, Шустрый, с добротный подвесочкой такой, вообще хороший. сбитенький. Да. E10X маленький. Но там зато много всяких плюшек. Есть беспроводная зарядка, есть электронный стояночный тормоз, хорошая магнитола, есть приложение, через которое ты можешь мониторить зарядку и прочее и тому подобное. Именно по комфорту, по плюшкам он все-таки тащит. А вот Донфенг, Вот он как раз как Чинан, только еще с шумкой у него проблема большая. тогда 3, 2, 1. Да? Я с тобой согласен. 3, 2, 1. По кузову у всех пишут одинаково. 75%. 75% усиленной стали. Всем по одиничке раздаем. Далее, подогрев батарейки тоже у всех есть. Всем по 1 баллу. Максимальная скорость 102, 101, 100. Одинаково. Быстрая зарядка. Здесь есть Fast Charge только у Донфенга. Именно в этой комплектации. Здесь получается 1, 1 и сюда мы ставим 2. И гарантия. Вот самый интересный момент. Сол E10X на батарейку имеет пожизненную гарантию на первого владельца. E-Star 10 лет и 300 тысяч километров. Донфенг стандартная 8 лет. То есть здесь мы отдаем 3 балла сюда, 2 балла сюда и 1 балл вот сюда. Ого, как-то интересненько получается. Ну что, подсчитываем. Подсчитываем. Сол E10X получает 20 баллов. 23 балла получает E-Star. И 20 баллов получает Донфенг. Мне кажется, E-Star здесь получает прям честную победу. Честную, согласен. Вот если бы у Сола была батарейка побольше, то тогда бы уже было бы все-таки гораздо интересней. Так, ребятки, ну и последний отборочный тур у нас среди машинок, которые мы стали замечать в автосалонах, на дорогах общего пользования. Это у нас Rovi Clever, Poco 21 и Poco 22. Интересные машинки, я бы так сказал. Но раз мы уже взялись за это дело, то будем вести его до конца. На обзор я бы их не брал. Но вот Poco 22 еще ничего. Ну, давай посмотрим, ладно? Давай. Значит, по цене у нас получается, мы взяли максимальные комплектации везде, и здесь, и в Клевере, и в Poco. И по цене у нас самая дорогая это у Клевера, 49 тысяч юаней. Самая дешевая у Poco 22, 42 800 юаней. Ну, в принципе, наверное, так мы и все это дело расставим. Далее, бренд, ой. Как бы все мимо. Давай всем просто единичку поставим. Вот так. Габариты у нас самый большой это Poco 22. Он 3,4 метра в длину. Самый маленький Poco 21, 3 метра. По ширине, опять же, самый маленький Poco 21. Колесная база 2,2 метра у Poco 22 и 2 метра у Клевера. У Poco 21 1,95. Ну, наверное, так и надо распределить, наверное. Да, конечно. Двигатель. Самый мощный двигатель 37 киловатт у Клевера. Ого. У Poco 21-22 одинаковый движок по 29 киловатт. Крутящий момент больше у
Poco 22 110 ньютон-метров, а самый маленький у Клевера 100 ньютон-метров. А давай мы им всем по единичке раздадим. Давай, да, здесь как бы потому что 21-22, они у них по 29 киловатт, там чуть немного отличается, а здесь вроде как 37, но крутящий совсем маленький, соточка, да? Ну, с другой стороны 37, ну хотя 29, 37, там 8, да, мне кажется, они будут ехать одинаково. Крутящий момент тоже решает. Крутящий момент решает. По батарейке, что интересно, у Poco у них литий-железофосфат, у Клевера тройная литиевая батарейка. И по емкости тут 14-15 киловатт, а здесь 29. И запас хода, опять же, здесь у нас 300, здесь 170. Тогда так и сделаем. Здесь 1-1-2, да? Да. Сюда мы ставим двоечку, здесь 1-1. Багажник. У Клевера и у Poco 21 багажника нету, у 22 он есть. 1, 1 и 2. Колеса 13, 13, 14. Здесь 13, здесь 13, но здесь резина 175 стоит, а здесь 155. 1 балл сюда, 3 балла сюда и 2 балла сюда. По дизайну у нас, посмотрите сами, да, на внешний вид. Poco 21 такой, так красиво очень смотрится. Красиво. Клевер и Poco 22, по мне так Клевер проигрывает в дизайне. Совсем такой старенький. Наше мнение, Клевер получит 1 балл, Poco 21 3 балла, Poco 22 2 балла. По комфорту внутри салона. Но вот тут Клевер так и остается, значит, аутсайдером, а вот Poco 21, Poco 22, между ними такой спорный вариант. Ну давай комфорт просто 1, 2, 2. По кузову у них у всех одинаково, печально все. Обычный Обычный. стальной Обычный. корпус. У Poco есть подогрев батарейки, у Клевера его нету. 1, 2 и 2. Максимальная скорость у всех 100 км в час. Все получают по 1 баллу. Быстрой зарядки нет ни у кого. Опять же, по 1 баллу. Ну и что касается гарантии, то здесь лидирует Клевер. У него 8 лет и 150 тысяч. У Poco 8 лет 120 тысяч километров. Клевер получает 18 баллов. Poco 21 получает 21 балл, и Poco 22 получает 22 балла. Мне кажется, тоже заслуженная победа. Заслуженная победа, абсолютно. Но я боюсь, что с предыдущими участниками ему тягаться будет сложно. Ну, посмотрим. Посмотрим. У нас, получается, полуфиналисты. Это E-Star, E-Star, Menga, Menga, Menga Pro Menga Pro. и Poco 22. Да. Я предлагаю с Menga Pro поставить, а Poco с Чинаном. Ну там Чинан, конечно же, сразу выносит Poco, а вот интересно уже будет в финале потом. Давай. Переходим к полуфиналу Menga Pro. Цена практически везде одинаковая, то есть 48 900 и 49 800. Там 1000 юаней разница, мы это учитывать не будем. Бренд у нас один и тот же здесь, габариты те же самые. Где же разница-то? В чем же подвох? Двигатель. Одинаковый. Одинаковый движок. Батарейка 1728, 1728. Запас хода 200. Багажник, Антон. Одинаковый. Колеса одинаковые. Колеса, да что ж такое, они что это? Маркетинговый ход был просто Pro называть. По дизайну одинаково. Там чуть-чуть добавили элементов оранжевеньких. Не однотонный, а вот чуть-чуть там вставочки есть какие-то. Но по факту одинаково. Не надо выделять никого. Не надо. По цвету там. Комфорт. Все то же самое. Кузов одинаковый. Одинаково. Подогрев батареи. Вот тут интересно, в прошке как бы его нет по описанию. Написано в Pro подогрева батарейки нету, а в обычной подогрев батарейки есть. Возможно, это ошибка тех, кто заполнял да. эту таблицу. Но сегодня мы отталкиваемся от официальных цифр, да, поэтому Menga даем 2 балла, а прошке даем 1 балл. Максимальная скорость 100-100. Быстрой зарядки нету. И гарантия 8 лет 120 тысяч. Оказывается, у прошки у нее там много всяких разных пунктов. Партроники в Pro есть, в Menga нету. В Menga Pro еще есть функция запуск двигателя без ключа. Здесь есть бесключевой доступ, здесь его нету. Здесь есть 4G, здесь нет 4G. Здесь есть электрическая настройка зеркал, здесь нету. Так, окей, значит, приложение нам говорит,
то, что в Mengo Pro у нас нет подогрева батарейки. Да. Но при этом Mengo Pro по комфортности все-таки гораздо лучше. Гораздо лучше. То есть я бы сказал даже не 2 балла, а 3. Придется ли нам ехать и тестировать, и смотреть, реально разбираться? Ну, слушай, Менго нас удивил, мне кажется, Удивил. сегодня. И ехать надо будет нам. И я думаю, что мы сделаем тест-драйв и обзор на эту машину. И там же, на тест-драйве, мы как раз-таки и выясним, чем отличается Pro от Менго. Я хочу верить, что они ошиблись и забыли указать про подогрев батарейки, поэтому все-таки Отдаем победу Pro. В финале будем считать, что у нее есть подогрев батарейки. давай. Ну что, ребят, переходим к следующему полуфиналу. Второй полуфинал. У нас Changan E-Star и Poco 22. Цена у нас здесь Poco победитель у нас. Здесь 420, 42 800. Здесь у Changan 49 800. Бренд Poco – это Magic Power Technology, за которыми стоит UG Group. Какая-то непонятно вообще, ни разу не слышал. Да. Все-таки Changan. Changan это Changan. И слушай, ну здесь, мне кажется, 2 очка разница должна быть точно минимум. Ну давай дадим. Габариты. E-Star у нас 3,73, Poco 3,39. Ширина одинаковая и высота Poco чуть-чуть на 3 сантиметра он повыше. Колесная база 2,41 у E-Star, 2,27 у Poco. Вместимость у E-Star 5 человек, у Poco 4 пишет человека. В длину E-Star больше, колесная база у него больше. Я бы все-таки E-Star здесь дал бы 2 очка, а Poco 1. Да. Двигатель, ну здесь все понятно, здесь E-Star 55 и 170 ньютон-метров, а Poco 29 и 110. Батарейка у E-Star 31,95, у Poco 15, запас хода тоже 300 и 200, тоже здесь. Багажник тоже у E-Star больше. Колеса у E-Star 15, здесь 13, по дизайну Poco бьет. По комфорту Poco. По комфорту, да, тоже Poco. По кузову E-Star. Кузов E-Star. Подогрев батареи есть. Максимальная скорость 100 км в час. Там и там. Быстрых зарядок нету. У E-Star у нас гарантия 10 лет и 300 тысяч километров. То есть здесь E-Star забирает свое очко. E-Star победил. А мы переходим к финалу. Да. E-Star против Mengo Pro. Друзья, финал у нас оказался таким неожиданным. Честно говоря, мы даже не представляли, что у нас, ну, Changan, да, а вот Mengo, конечно, вырвался как-то так неожиданно. Тем не менее, 2 финалиста, Changan E-Star и Mengo Pro. Ценник на Changan E-Star 49 800, на Mengo Pro в этой комплектации 49 900. Бренд, ну, Changan, естественно, бьет. Давайте посмотрим мы по габаритам. Changan на 11 сантиметров длиннее, на 4 сантиметра шире и выше еще на 3 сантиметра. Колесная база у него на 3 сантиметра меньше, чем у Mengo. Ого. Габариты одни и те же. Ну да, если мы сейчас кому-то отдадим очко, мне кажется, это будет как-то нечестно. Давай тогда по 1 баллу. По движку у нас 55 киловатт и 170 ньютон-метров и 25 и 105. Ну, естественно, да, здесь Changan выдирает свое очко. Батарея у Changan 31,95, здесь 17,28. Да. И запас хода здесь 300, там, по-моему, 200. Багажник, ну, наверное, также по единичке. По единичке, да. Примерно там похоже оно. Колеса 15-14. Дизайн я бы Mengo отдал. Согласен. Комфорт. Здесь, мне кажется, тоже Mengo. По кузову из источников, которые мы обладаем, все-таки у Mengo Pro больше прочности. По кузову больше стали прочной, 75%, у Changan меньше. Подогрев батареи есть там и там, по 1 баллу. Скорость одинаковая, 100 км в час. Быстрой зарядки нет ни там, ни там. И гарантия у Changan 10 лет и 300 тысяч. У Mengo 8 лет. Считаем. Changan 19 Итого баллов. Changan 19 баллов. Mengo Pro получает 17 баллов.
И Чинан побеждает. Ну, на самом деле интересно мне теперь стало на Менго Про поехать посмотреть. Может быть, я поменяю свое мнение, и среди электричек до 50 тысяч у меня будет новый фаворит. Друзья мои, спасибо за просмотр данного ролика. Надеюсь, вам все понравилось. Честно говоря, для нас это был такой эксперимент. Не знаем, как это зайдет нашему зрителю, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, нужны ли такие ролики, вообще была ли для вас информация полезной. Брали мы всю информацию с официальных источников, ничего с головы не выдумывали. Да, кое-где мы там подсуживали немножечко нашим фаворитам, но тем не менее информация вся взята из официальных источников. Вот, поэтому, конечно же, мы ждем комментарии ваши, чтобы прочитать и понять, насколько данная тема, данный ролик был полезен для вас. И стоит ли продолжать дальше эту рубрику и делать обзоры сравнения с электромобилей в классе 50-100, 100-200 и свыше 200 тысяч юаней. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.